Всем здоров на канале Боев. Ребят, сегодня мы будем с вами разбирать героев, которые понадобятся нам для закрытия фракции дворфов. Поэтому, если ты новичок, смотри внимательно, потому что сейчас я разберу по-быстрому всех героев, которые вам могут в этом деле пригодиться. С большего расскажу механику их применения на данной фракции. А если ты уже прошел данную крипту, то советую также посмотреть, даже не советую, а прошу тебя посмотреть данный ролик от начала до конца и написать свой фидбэк в комментариях. Может быть, ты с чем-то не согласен, возможно, я что-то упустил. Поэтому жду твой фидбэк в комментариях. Ну что ж, наливайте себе чайку, кофейку, присаживайтесь поудобнее, приятного просмотра, погнали! Итак, у нас первый герой на обзоре — это Рарка Дилгол. Ярко выраженный атакер с хорошими коэффициентами на своих навыках. На втором навыке у нас массовая атака по всем врагам. На третьем навыке у нас соло-удар, но это три удара, каждый из которых имеет вероятность наложить штраф защиты, что позволяет уверенно раскалывать броню боссам при прохождении воин-фракций, а также шотать мобов на волнах. Поэтому Дилгол — это хороший атакер, да, ему есть альтернативы в данной фракции, но в целом герой хороший. Если у вас других дамагеров нет, Дилгол — это ваш выбор. Гоним дальше. Итак, ребята, Рарка Мастер Топора. В чем особенность данного героя? Особенность данного героя в его втором навыке, в котором он накладывает на себя неуязвимость на 2 хода. Данный герой — это скорее чит для прохождения 21 этажа, нежели какой-то полезный герой в других аспектах. Мы его не прокачиваем, оставляем там 30 уровня как есть. Одеваем сет парирования, главное без скорости, без здоровья, без защиты. В чем суть данного метода? Вы приводите мастера топора на 21 этаже до босса, и босс не использует свой второй и третий навык, а пытается с первого навыка убить мастера топора. Он его бьет, прокает парир, потом вы накладываете А2 на мастера топора, и у вас в итоге получается есть 3 хода, чтобы нанести урон и убить босса, пока босс пытается убить забагованного мастера топора. Поэтому ложим на склад и ждем 21 этажа. Если другим способом не получится, то используйте данный метод для того, чтобы закрыть фракцию на 3 звезды. Следующий герой у нас — это Старый Забойщик. Рарка, которая позволяет выживать вашей команде при прохождении, но на волнах. На боссах она малоэффективна. На 14 этаже еще она будет помогать, потому как у босса там 2 миньона и правый бьет с игнором брони, то есть там Старый Забойщик будет вполне себе хорош. Из-за своей вот этой пассивки, получая удар, лечит команду на количество полученного урона. Навык не работает против боссов, поэтому, к сожалению, на 21 этаже данная Рарка будет малоэффективна, разве что поможет выживать вам на волнах, но на самом боссе это принесет вам мало профита. В целом, данный герой еще заходит на Бамала в Роковой башне, поэтому пригодится вам по-любому. Можете прокачивать смело, а также можно его использовать и на арене. А мы двигаем дальше. Итак, ребята, следующий наш с вами герой — это Борец. Рарка узкоспециализирована и заточена на босса 14 этажа фракции. Полезна она двумя своими навыками. Это оглушение с первого навыка, мы можем контролировать правого миньона, а также блок воскреса, который позволяет убить правого миньона, и на этом прохождение 14 этажа становится наилегчайшим. Без проблемы 14 этажа именно в правом миньоне, который бьет с игнором брони и слаживает нашу команду. Поэтому, если у вас есть проблемы с данным этажом, можете воспользоваться данным героем. В целом, герой больше не интересен ни в чем. Перед вами Авир Алхимик. Да, это та самая Рарка, которая, в принципе, вполне себе годно вписывается в прохождение как воин фракции, так и, если вы новичок, может вам помочь и в самом начале вашего пути. Во-первых, у нас здесь есть яды, которые позволяют убивать боссов не только на воинах фракции, но и при прохождении там, допустим, дракона, да. Массовый штраф атаки, хоть и маленький штраф 25%, не 50%, но все равно приятный, да. И штраф скорости. Но фишка данного героя — это залив полоски плюс лечение на 15% своего максимального здоровья. Рекомендации по шмоту: делаете очень-очень много хп, делаете ему скорость и меткость. В принципе, больше ему ничего не надо. Меткость для воин-фракции для 21 этажа где-то в районе 240 единиц, скорость я советую делать 220+. Ну и последний из редких героев — это Смотритель, ребята, рун. Чем полезен данный герой? Своим третьим навыком, в котором он имеет регенерацию 7,5% и отражение урона. Также имеет хорошую скорость и достаточно большое базовое здоровье, что как бы намекает нам, что на него можно одеть сет щита,
Ну и в целом этот герой будет вам полезен только если вам не хватает выживаемости, то есть больше особого профита он не принесет, поэтому смотрите по своей команде. Вот если вам нужна вот эта регенерация раз в 3 хода, то можете использовать Смотрителя Рун. Если нет, то как бы и нет. Переходим к эпическим героям. Перед нами Ругнул Лучезарный. Особенностью данного героя является его 3-й навык, которым он накладывает мало того штраф защиты, плюс ко всему слабость, а также увеличивает свою атаку, что позволяет ему очень хорошо бить. Будет полезен на 21 этаже, на 14 этаже, а также при прохождении волн. Альтернативой данному герою является рарка Дилгол, о которой я говорил ранее. В целом на этом его достоинства заканчиваются, переходим дальше. Итак, ребята, перед нами Гала Долгокосая. Это, наверное, эпик, который входит в десятку самых сильных соло-дамагеров игры. У нее очень большой урон в одну цель, что делает ее прям мега-имбой при прохождении 21 этажа, а именно самого босса. Например, в стратегии, когда мы используем рарку Мастера Топора, и вам нужно за 3 хода быстренько убить босса. Гала Долгокосая в этом просто профи. Имеет 3 навыка, на каждом навыке хорошие коэффициенты. Хорошо будет смотреться в сете игнора брони. Также есть стратегия, при которой босс бьет в Галу, а Гала находится в сете вампиризма. Босс бьет в Галу, Гала там с талантом контратаки контратакует, плюс своя атака, она выхиливается полностью, босс не может ее убить. При такой стратегии Гале надо давать 40 тысяч здоровья в сете вампиризма, но при этом не забываем, что ей очень важны параметры крит шанса, крит урона, атаки и скорости. Баэрдаль, тот эпик, у которого хорошие оценки на войнах фракций, по-моему 4,8, давайте глянем. Да, он имеет оценочку в 4,8 единиц, но я не смог его, видимо, раскрыть. Я использовал его под механику, схожую с той, что я объяснял только что с Галой Долгокосой, когда мы одеваем Баэрдаля в сет вампиризма, делаем ему здоровье ниже, чем у всей остальной команды, но больше 40 тысяч. Босс бьет в Баэрдаля, Баэрдаль контратакует, и по идее он как бы должен вылечиться на максимум, но я своего так собрать не смог. У Галы Долгокосой хороший урон, она успевает отхилиться, а Баэрдаль отхилиться у меня не успевал. И получается, один удар он переживал, со следующего удара босс давал ему по щам. Возможно, вы сможете одеть его лучше и будете использовать его так. Я же своему применения так и не нашел. Даздург — ярко выраженный герой поддержки, то есть он помогает выживать вашей команде каждым из своих навыков. Рекомендации по сборке: много здоровья и много скорости. Сейчас объясню почему. 3-й навык. Он у нас снимает штрафы со все штрафы, лечит на 25% своего максимального здоровья. Чем больше у него здоровья, а база у него очень хорошая, 20 тысяч, тем больше он будет лечить вашу команду. Также накладывает регенерацию 15% на 2 хода на всех союзников, с которых был снят штраф. В целом очень хороший навык. 2-й навык, тут уже нам нужна скорость. Чем чаще он использует данный навык, чем чаще он ходит, тем чаще ходит вся ваша команда. Ну и бонус атаки. 1-го навыка Паразит, который позволяет вам лечиться при нанесении урона по врагам. В целом очень хороший герой поддержки. Если у вас есть проблемы с выживаемостью, Даздург вам в помощь. Бардподобор — эпический герой, который имеет возможность наложить штраф защиты на всех врагов. С книгами этот шанс составляет 100%, а без книг этот герой в принципе не играбелен, потому что откат 5 ходов. В целом это все его плюсы. Также имеет соло-контроль в одну цель. Опять-таки с книгами 100% шанс, но, скажем так, мне он не очень понравился, хотя герой по оценкам хороший на войны фракции. Мельга суровая. Ребят, это тот самый эпик, который позволит вам закрыть крипту фракций без каких-либо напрягов. Почему? Да потому что она имеет воскрешение со своего 3-го навыка. Откат 5 ходов, но в целом этого хватает для того, чтобы закрыть крипту. Сам по себе эпик тоже в принципе неплохой, как саппорт. Со 2-го навыка накидывают щит силой 20% своего максимального здоровья, что важно. Поэтому собираем ей как можно больше здоровья. При этом не забываем про скорость, но здоровье в приоритете. 1-й навык снимает один из штрафов со своих союзников, что в целом тоже неплохо. Камнетес. Это тоже очень крутой эпический герой, а крутой он своим 2-м навыком. Книжки обязательно вливать для того, чтобы вероятность провокации повысить до 100%. Единственным недостатком данного героя является его базовая скорость 91 единицу. А для того, чтобы он хорошо контролил волны, вам потребуется скорость ему собрать достаточно высокую, в районе 260-270 скорости. Тогда он в одно лицо
сможет держать под постоянным контролем волны. Но в целом это упрощается задача, если у вас есть другой герой, который может подконтролить по необходимости. Поэтому Каменитес очень хороший контрольщик для прохождения волн и вполне справляется с этой задачей сам, если вы сможете его одеть. Даем ему меткость соответствующую, это 240 единиц, и скорость. Любимец многих Геомант. Да, это герой топовый, но топовый он скорее на клан босса, чем на воины фракций. Хотя, опять-таки, проставили ему кто-то хорошие оценки, причем этих людей достаточно много, кто его тестировал, поставили 4,9. Я запускал, на самом деле не увидел в нем какого-то прям максимально крутого профита. Да, если у вас нет других героев, то Геомант будет, скажем так, лучше многих рарок, но в целом он не несет какого-то огромного профита. Если используете его на воины фракций как затычку, то обязательно поставьте ему сет оглушения, потому что у него, во-первых, массовая атака по всем врагам с первого навыка. Даете меткость 240 единиц для того, чтобы он накидывал свое выжигание здоровья, что поможет убить боссов. В остальном его еще пассивка, которая помогает снизить получаемый урон, что будет профитно на 21 этаже. Сержант Риегарда. Классный эпик, который одинаково полезен как при прохождении боссов, так и при прохождении волн. Штраф защиты в соло-цель очень хорошо, штраф атаки массовый по всем врагам, что позволяет вашей команде выживать, а также щит союзников и регенерация. То есть этот перс поможет принимать меньше урона на том же 21 этаже за счет щита союзников, а также поможет вылечивать вашу команду. Сержант Риегарда очень хороший герой на воины фракций. Канели относительно новый герой, но оттого не менее интересный. Со второй атаки у нас 100% шанс наложить сон на один ход. Само собой с книгами, да, книги этот герой хочет и любит. Пассивным эффектом, после того как сон перестает действовать, накидывает штраф. Плюсом данного навыка является то, что наложение сна происходит без удара, а значит нам не важно, по какой стихии мы будем накладывать, слабого удара нет. Минусом же является сам по себе штраф в виде сна, потому как если мы будем бить героями с массовой атакой, мы просто разбудим героев и весь контроль к псу под хвост, как говорится. В остальном очень сильный и крутой навык, который позволит вам пройти волны без особых затруднений. Третий навык. Тут тоже очень интересный навык. Мы накладываем сон на союзника, лечим этого союзника и заполняем полоску ему хода. Если же союзника бьют, когда он находится под сном, то мы заполняем его полоску хода и вылечиваем его на фулочку. Очень крутой навык с откатом всего 2 хода. Аура 18% во всех боях на скорость, тоже очень круто. Ну и с первого навыка дополнительный контроль в виде постановки навыков на перезарядку на 2 хода случайных. Очень сильный герой, если он у вас есть, я вас поздравляю. По крайней мере на волнах проблем у вас точно быть не должно. Потому как одевать? Само собой меткость, навыки все требуют меткости, 240 меткости. Скорость, если это у вас единственный герой контроля, то опять-таки стремимся к 270, можно с учетом ауры, это будет поменьше. Бить она не будет, поэтому выживаемость, меткость и скорость. И последний эпический герой, ребят, это Ярл. Ярл умеет довольно-таки неплохо бить, хорошие множители на урон у него с 3-го навыка, который атака по всем врагам, также накладывает штраф атаки. И смотрите, теперь такая ситуация. Если штраф атаки вам не принципиально важен, то меткость вы можете ему в принципе не собирать. Чем он играет? Он играет своим вторым навыком, особенно на 21 этаже. Когда у вас синергия есть между сержантом Риегарда и Ярлом, Ярл ходит последним, закрывает всех блоком штрафов, босс ходит со своего там 3-го навыка, не может повесить ни на кого оглушение и в целом тогда бьет в героя, которого выбрали вы, тот, у которого чуть меньше всех здоровья. Тогда эта тактика будет работать. То есть герой очень полезный, умеет в урон, поэтому можно использовать. Герой хороший. Опять-таки, если вы выбрали стратегию прохождения, где вы просто переживаете удары босса, отхиливаетесь и убиваете его таким образом. На волнах же будет как дамагер, опять-таки бонус защиты лишним не будет. Давайте к легендарным героям. У дворфов все легендарные герои крутые, наверное, за исключением одного. Поговорим о нем чуть попозже. Тормин был на слиянии, но если вы его слияли, я думаю, что вы уже закрыли воины фракции. Если нет, то что вы ждете? Вот. Если же он вам выпал, и вы еще не прошли воины фракции, то, ребята, оденьте одного Тормина, и Тормин пропушит вам всю фракцию до 21 этажа сам. Это герой, который может в контроль и может в урон.
Даем ему меткость 240 плюс единиц, даем ему много скорости. И наблюдаем за тем, как он ходит с 3-го навыка, провоцирует всех, потом ходит с 1-го навыка, замораживает. А если все это дело еще приправить сетом оглушения, то в принципе шансов у волн практически никаких нету. Первого раза не получилось пройти, зайдете со второго, то есть когда-нибудь он все равно всех законтролит и пройдет. Герой требует книг, но он их стоит, герой очень крутой, помогает на арене, поэтому если он у нас есть, берите, используйте, герой must have. Самар Малахит. Ребят, это тот самый герой, про которого я говорил, что он вне зайдет на войны фракций. Да, он мне совсем не понравился на ВФ. Почему? Да потому что он эгоист. У него все навыки заточены под него одного. Максимального профита он никакого не несет для команды, поэтому я не считаю его чем-то must have. Как затычка, да, можно использовать, но в целом герой, как для войн фракций, мне не понравился. Мёли Кёльнир – топовый герой контроля. Это такая смесь Канелии с Камнетесом. Почему? Да потому что накладывает на всех врагов провокацию без удара. И почему Камнетес? Потому что провокация, а не сон. Герой очень крутой, откат 3 хода, опять-таки делаем достаточную скорость, плюс этого героя мы используем на арене, поэтому прокачивайте, вливайте книги, он вам зайдет. Ну и само собой с 3-го навыка воскрешает одного случайного союзника. В этом плане мне Мельга, конечно, нравится поболее, чем Мёли Кёльнир. Но если нет Мельги, а есть Моли, то само собой этот герой must have. Используйте, проходите. Горный король. Это герой, которого на войнах фракций можно использовать как щитоносца, да, одеваете его в сет щита, даете много здоровья, и при всем при этом еще можно использовать как хорошего ДД. В принципе, таких горных королей мы сейчас и встречаем на арене. Если он у вас есть и одет под арену, там 100 крит шанса, много крит урона, много здоровья, то в целом такой горный пароль будет вам очень полезен при прохождении войн фракций. Ну, я думаю, вы и так это знаете. Если не знаете, то вот примерно как вы должны его одеть. У него очень конские множители на всех его 3 навыках, да, это соло-цель, но в целом этого достаточно. Один удар, один труп, в целом вот так вот работает горный король. Хурдинг – относительно новый герой, и самая главная фишка этого героя в том, что это герой со слияния. И слияние это было недавно, поэтому скорее всего ты его сделал. Если не сделал, то я тебе сочувствую. Почему? Да потому что этот герой умеет массово накладывать штраф защиты, штраф меткости. Это не так полезно на войнах фракциях, но все же. Этот герой заходит много в какой контента, на арену, в роковую башню, на войны фракций. То есть прокачав этого героя, ты точно не пожалеешь. С 3-го навыка у него обнуление полоски, слабость накидывает, выжигание здоровья накидывает. Прислужник Брогни, ребят, это еще один герой со слияния. Кто слиял, тот молодец. В целом связка прислужник плюс хурдинг, плюс герой контроля плюс 2 ДД, любых абсолютно, смогут закрыть крипту, не задумываясь. Это очень сильный герой, который сейвит вашу команду щитами, который раз в 3 хода, плюс блок штрафов, плюс бафает атаку для того же хурдинга, либо любого другого героя атаки. Герой сильный, одеваем его максимально живучим, даем ему ХП, даем ему скорость по возможности. Опять-таки теперь про меткость. Меткость ему будет нужна для выжигания здоровья. Выжигание здоровья будет полезно на 21 этаже, в принципе на всех боссах. А также меткость важна ему для 2-го навыка. Этот навык тоже очень сильный, не стоит его недооценивать, потому как снять бонусы с врагов это всегда приятно. Особенно, например, на волнах, где людоеды закрывают неуязвыми, чтобы ваши тонкие ДД не просели, потому что вы не можете убить противников, поэтому 2-й навык тоже требует меткости. Я бы советовал давать ему 240 меткости для прохождения именно войн фракций. Ну и последний герой это Трунда. Да, все вы ее знаете, я думаю, особо рассказывать про нее ничего не надо. Это топовый дамагер, причем топовый массовый дамагер, с которым вы без проблем пройдете волны. Единственное, что я вам могу посоветовать, если у вас нету героя контроля, как бы там ни собирали Трунду, ее всегда собирают без меткости на арену, чтобы она била с 3-го навыка 2 раза. При прохождении войн фракций дайте ей 240 меткости, и в целом этот герой проявит себя очень-очень круто. Оглушение с 1-го удара, оглушение с 3-го удара, плюс выжигание здоровья, плюс урон делает этого героя просто must have при прохождении войн фракций. Ребят, если у вас остались какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментарии под данным роликом. Я всем обязательно отвечу. Также вы можете абсолютно бесплатно получить советы по своему аккаунту в режиме реального времени. Для этого вам надо посетить один из моих стримов. Всех обнял, всем добра, всем хорошего фарма. Пока-пока. До встречи на стримах.